Всех приветствую на канале Нам по пути. Меня зовут Дмитрий, я из города Красноярска и веду свой блог уже несколько лет по дальнобой. На этом канале вы можете посмотреть ролики про эффективную эксплуатацию автомобилей Scania, Mercedes, как эффективно управлять фурой и экономить на расходе топлива. География маршрутов по Российской Федерации. С вас подписка, с меня контент. Всем удачи на дорогах. Ну что, поехали. Ну что, ребят, мы, встали на стояночку. Тут кафе Арарат. Сказка, по-моему, раньше называлась. Или избушка, что-то такое. Вон, пробочка. Я встал в пробочку. Сегодня ДТП серьезное было. Еще с утра. И вот до сих пор, тут все плохо. То едут, то стоят. Парни, помчались. Я думаю, лучше я сегодня уже высплюсь нормально, потому что вчера бессонная ночь. Так вот урывками по 2 часа сплю, не отдых, нифига. Сейчас покушал, сходил и ложимся спать. Время у нас Ну давай, 9 вечера. 9 вечера. Вот часов в 5, наверное, встану. Да поеду. Нафиг. Сейчас будешь часа 4 стоять до Чебоксара, чтобы доехать. Спокойной ночи, там баиньки. До сих пор пробочка перед Воротынцом. 3 километра, правда, осталось. То есть там, где вот вчера ДТП было, мы все проехали, все по зеленой. Вот перед Воротынцом немножко сейчас стоим. Вот. Конечно, по семерке в последнее время что-то очень много проблем. Вечно что-то какие-то заторы, ДТП, ремонты. Семерочка вымораживает. Сегодня, наверное, поедем, сразу выгрузимся и уже на базу готовить прицеп. Сегодня уже 13 число. Пробега ни хрена нет. С этими перегонами надо будет хоть 15-го прикинуть, что я там заработал. Так, конечно, надо быстрее уже свой прицеп в рейс и наматывать километражи по просторам Востока. А здесь, время идет, а пробега нифига нет. Не интересен вот этот перегон, все это. Ставка вроде по нему, да, нормальная, но когда ты начинаешь считать время, там подготовка, это все на учет, постановка, то все получается не особо интересно. То есть в рейсе ты просто загрузился и едешь там в день стабильно там заработал, не знаю, там 1000 прошел, 8 косарей заработал, уже знаешь за что. А тут ой, что-то поспал я сегодня, знатно. Будильник поставил на 5 утра, чтобы вот 9 часов отстоять. То есть я в 9 часу встал на стояночку. Ну и то ли я его не услышал, то ли я его выключил.
запиликал он. То есть вообще не помню даже, как будильник выключил, как будильник пиликал. В общем, проснулся в 8 часов. Выспался сегодня прям отлично. Такие вот у нас новости. Ладно, что, работаем дальше. Ставимся на втором положении моторника, 10-я передача. Тормоз нажимаем. Вот что он делает, смотрите. Вот это меня, конечно, убивает. Вот уже не первый раз такая херня. Во-первых, я так понял, тормоз нажимаешь, компрессор начинает работать. И на таких оборотах он просто ревет, как будто там сейчас поршня, бля, вылетят. То есть вот на первом положении идешь моторника, педаль тормоза подключаешь, ничего, все нормально. Только второе положение включил, до педали дотронулся, чтобы его немножко придержать. Он бах, передачу вниз, и 2300, 2200. И не срабатывает сразу моторник, не знаю, то есть белым горит. Он просто не тормозит, начинает раскатываться. Короче, надо наблюдать уже. Как говорится, в горной местности поедем. Здесь не так много подъемов, вернее спусков таких, чтобы прям вот ну, протестировать, да. И тоннаж не знаю, но что-то как-то не так он работает, неадекватно моторник. Будем проверять, короче, фиксировать замечания уже на Урале. В общем, Чебоксары прошли недавно. Вчера там пробочка, конечно, серьезная была. И сегодня вот с утра еще потолкались. Вот, поэтому, ну, наверное, часам к 6 только в Челны приедем. Ну, сегодня, наверное, выгрузимся. Соответственно, камера, ограничение 70 000. это самое, завтра уже на базу приедем. Осмотр, не осмотр, что там. Да надо уже в работу ехать. Хватит перегонами заниматься. Улыбайся, впереди камера на 70. Че, ребят, подъезжаем к Челнам. Короче, 24 километра до выгрузки осталось. Слышите? Вот что это? Это компрессор включается или вентилятор? Не могу понять. Ну шум такой. Бах, пропало. Вот такое ощущение, что как компрессор включается. Камер нет. Ну, прям пугающе. Прям такой рев. Блять. Как будто сейчас там поршня вылетят. И вот это именно когда ты нажимаешь на тормоза, то есть вот, допустим, технология включения компрессора на всех машинах по-разному. На Скане ты только накатом пошел, там же и Corolla нет в основном, да, то есть вот на машинах, которые были у нас, Corolla не было, то есть она идет накатом именно на передаче. Как только ты пошел накатом, включается компрессор у Scania, и он накачивает давление там, допустим, не знаю, 11,2, допустим, да, 12 очков. Ну так, в общем, образно. У Мерседеса, как только ты включил моторник, неважно, первое, второе, третье положение, все, компрессор качает постоянно тоже, он не выключается уже. Камера на 70. Здесь получается, моторник я включаю. Какой ты, а? Моторник я включаю, компрессор не качает, то есть у него, допустим, ну сейчас давайте посмотрим, вот 11,2, допустим, да, давление в контурах. Но как только я начинаю применять педаль тормоза,
машина понимает, что нужно воздуха больше, да, и она включает компрессор. Причем при этом она сама понижает еще одну передачу. И уже 2002-2200 он держит обороты. То есть уже, ну, тут получается 2300, уже красная зона начинается. Да, 2300. Так, 100, 200, 300. 2350. Между 2300 и 2400. Вот, уже красная зона. Ну, давайте будем считать, что 2400, да? То есть до 2300, типа, его можно крутить. А 2400 уже слишком много. Я пока до таких оборотов, конечно, не раскручивал. В плане того, чтобы проверить, будет ли он на повышенную передачу самостоятельно переключать или нет. То есть вот защита от дурака есть тут или нет. Scania, когда он мотор перекручивается, она, если мотор не справляется, она передачу повышает. Для того, чтобы, как говорится, в отсечку не ушел двигатель. Вот, здесь не знаю. Пока не пробовал. Во-первых, пока еще пробег маленький. Там обкатка, не обкатка и так далее. Вот, но вот этот шум, конечно, прям, ну, жестко. Либо надо регулировать моторный тормоз, то есть саму заслонку надо регулировать, потому что там еще, видимо, от степени нагрева она по-разному работает, то есть шум именно, звук разный. То на первом положении ее перекрываешь, она бу-бу-бу-бу-бу-бу, то, блядь, она как-то по-другому, то есть нет такого вот прям, что слышно хорошо, что вот он бубнит. Вот. Сейчас, короче, мы сразу заедем на базу, взвешаемся по осям. То есть передняя ось, ведущая ось, прицеп. Соответственно, и потом, получается, поедем, выгрузимся. Опять пустые заедем, взвешаемся. Может быть, нам что-то даже откалибруют. Вот. Ну и хочу понять именно нагрузку на рулевку. То есть не зря ли мы сместили седло назад. Именно вот для этих прицепов. В принципе, там расстояние нормальное. То есть, возможно, надо было смещать только для шмица. То есть сейчас посмотрим, какая будет нагрузка на рулевку с 20-кой. Если она, допустим, где-то 7,4 будет, то в принципе нормальное седло. Если у нее нагрузка будет, не знаю, там 6,2, 6,4 с тоннажом, то это, конечно, мало. То есть нужно понять, во-первых, насколько увеличивается нагрузка на рулевку при, допустим, увеличении нагрузки на седло. Если там в районе тонны он накидывает, тогда все нормально. Если он там 200-300 килограмм накидывает, тогда этого мало. И надо что-то кумекать, так скажем. В общем, посмотрим, что будет. Вот сейчас, допустим, смотрите, вот у нас 10,9 в контурах. И вот сейчас компрессор, грубо говоря, не качает. То есть 10,9, первый, второй контур и прицеп P. 8 бар. Включаем первое положение моторника. Ничего не происходит. Не качает компрессор. Второе положение. Не качает. Нажимаем тормоз. Понизил передачу. Качает, видите, 11, 11,3, 11,4, 11,6, 11,7, 11,8, 11,9, 12, 12,1. Значит, вот это шум, это именно компрессор начинает так работать. То есть, я вот наблюдал, прежде чем включить камеру, да, я понаблюдал за этими моментами, попробовал, как говорится, догадаться и выяснить все-таки, что это срабатывает. Потому что мне в комментариях ребята писали про Евро 5, что типа у нас компрессор так сильно шумит туда-сюда. То есть я пока
на голове ездил, ну, настолько моторник не использовал. Впереди камера. И вот не было таких ситуаций, чтобы вот просто если понизить передачу, компрессор не качает. А вот если я сейчас нажму на тормоз, он начинает качать. Слышите, качает. Камера на 40, пост ГАИ. Пост ДПС. Ограничение 40. 150 метров. Это чтобы полный газ не нажимать. Компрессор шумит, шумно вот работает компрессор. Камера. Ограничение 60. Чувствуется, прям, 900 метров. не знаю, вот, ну, безопасны ли для него такие обороты или нет. Ну и вот, парни, еще там по поводу вот предыдущего ролика, там, вернее, через 2, по-моему, назад был, я уже запутался. В общем, по поводу дилерской сети, мне там вот дядька один все закидывал большие комментарии такие, да, то есть, ну, грамотно все озвучивает, как должно быть, туда-сюда. По этому поводу начал с мужиками общаться, кто именно К5 КамАЗ эксплуатирует. И вот мне сейчас, Андрюха, тебе привет, кстати, здоровый. Здоровый, огромный привет. Он мне скинул видео, где на К5 КамАЗе 23-го года уже вот этот мотор Липхер, который там доработанный нашими инженерами и с нашими мозгами. Секунду. Вадим, началось вот такое цоканье, слышишь? Что это такое, не пойму. Снимал я вот эту защиту, походу пробивает либо второй, либо третий цилиндр, прокладку. Между ними там воздух чуть-чуть так долбит. Он, не я не понимаю. Что-то сделать как бы, ну, в дороге здесь я не смогу. Ни прокладки, ничего. Я ключ нашел, там звездочка. У коллеги попросил. Вот. Он как бы, ну, сказал, что если прокладку пробила, ничего я не сделаю. Вот, я попробовал подтянуть, но как звук был, так и есть. Поэтому Володя сказал на сервис. Так записывай туда к нам, Пушкина, или как там, не Пушкина, рядом с базой. То есть он, у этой машины пробег 9000. Это вот он лично сел на эту машину после Ситрака. После Ситрака К7 там, или как он там называется, CH7, ну я не помню, если что там, это, как говорится, подскажите, прокомментируйте. На механике у него, у которого вот фара отдельно, туманка отдельно, не такая цельная. То есть предыдущий кузов типа дорестайл. Ну как у МАН, короче. Вот, и получается, он на вот этом, на К5 КамАЗе покатался. Пробег 9000, то есть, ну, грубо говоря, как у меня сейчас. И у него выдавило прокладку, то есть выдуло прокладку из-под головки. И вот он стоит на холостых. Да вы что исполняете-то, блядь? 4 полосы, сука, в каждую сторону, блядь. Нахуя справа обгонять? Улыбайся. Впереди камера на 60. Через 1 километр 500 метров поверните направо. Тут по этой дороге вечно, блядь. Одни по обочине едут, другие обгоняют по обочине, блядь. Ну, пиздос просто.
Вот. Обращаются к дилеру. Ну, то есть в Москве, да? То есть компания московская. По Москве, по Московской области, контейнеровозы. Обращаются к дилеру. Дилер говорит, да, прокладка есть. Оставляйте машину на 2 недели. Через 2 недели прокладка с набережных Челнов придет. И мы вам ее поставим. Ребята задают вопрос, ну как так? Как 2 недели у вас, ну вы же официальный дилер, КамАЗ, у вас там склады забиты запчастями. А вот этот, получается, гарантийный случай. То есть они даже метров поверните направо. сделали отзывную кампанию. То есть меняют эти прокладки бесплатно, там все как положено. Но дают только по обращению эту прокладку. То есть вот сейчас чуваки обратились, им говорят, да, 2 недели. Дилер московский начинает писать там рекламацию, звонить, вот куда ты прешь, вот по обочине, блядь. Типа вот у нас такая проблема, вот такой-то машина, там такой-то клиент, бла-бла-бла. Ему в Челнах говорят, окей, все, мы вам отправляем прокладку. Дилер говорит, отправьте 3 прокладки, чтобы в запас был, раз это гарантийный случай и, Прямо ну, 4 типа, километра. у большинства машин будет эта поломка. А ему говорят, нихуя. Вот приедет человек, обратится, в течение 2 недель мы эту проблему устраним. Ну и нахуй нужна такая дилерская поддержка? Вот объясните мне. Вот мне человек просто писал, что тут у китайцев, по китайцам ни на складах ничего нет. Запчастей нет, там специалистов нет, того-сего. Что-то у меня камера не включается. Ты чё, блин? Ладно, давай Я что-то по-твоему про поедем. Арбу про эту забыл, что у нас Поверните налево, а затем Арбата. крутой поворот направо. Давай-ка мы тебя пока выключим. Мы, короче, на базу едем, а не на выгрузку. Чтобы это... Так. Антирадар тоже. То есть вот человек говорит, вот у вас эти китайцы, этот шлак вы гоните, ни специалистов нет, запчастей нет, сервиса нет, дилерская сеть надо было сначала настроить, забить склады запчастями, там, то, все, 5-10, и только потом, типа, начинать продавать эти тягачи. Ну, я ему там как бы отвечал, но, блин, вот переписка вот эта, она меня, если честно, иногда вымораживает, именно когда у тебя, ну, надо прям вот разжевать и объяснить человеку, да, и что-то там оспорить. Поэтому вот именно в видео обращаюсь. Дилерская сеть настроена, дилеры все те же самые, Scania, Volvo, там, ну, по ситракам это MAN, да, то есть есть там специалисты, оборудование уже завезли, вот тоже в нашем, получается, сервисе делают, чтобы температуру двигателя, температуру снаружи показывала и ось прицепа, да, то есть показывают нагрузку на прицеп. Он, кстати, общую нагрузку на прицеп показывает, то есть нужно понять, если хотите понять именно сколько у вас на каждую ось, то надо, я так понял, разделить на 3, потому что это именно нагрузка на 3-осную тележку. Ну, соответственно, если у вас ленивец поднят, то на 2-осную тележку. Вот, поэтому все есть, все будет. И китайцы начали продавать не так давно, для того, чтобы вот сейчас говорить, что у них ничего нет. Уже практически все есть. И вот вам вот пример. КамАЗ, российский дилер, российская сеть дилерская. И вот новый мотор, который они вот сделали, да, есть, все кивают гривой, да, мы виноваты, мы вам исправим, ну, блядь, пусть 2 недели машина постоит, и 2-3 прокладки в запас мы вам не дадим. Ну, это что за отношения? Это нормально? Я считаю, что нет. Поэтому китайцы уже тут со мной здороваются, я тут свой уже.
Вот, это ненормально. Вот, кстати, адрес нашего дилера, в котором вам могут помочь с весами прицепа. 163А/2. Казанский проспект 163А/2. Volvo центр. Ну, Volvo Renault центр. Сейчас сразу, короче, подъеду к 8 воротам и пойду оформляться. Сейчас взвешаемся и поедем на выгрузку. Ладно, попозже включусь. Заезжаем на весы. Калибровать научились или нет? Или только покажете вес и все? Надо будет куда-то записать на бумажку. Длинный, да? Ну что, парни, добрались мы, короче, до КБК. Зарегистрировались. Наверное, только в ночь выгрузят. Проехали через весы. Не знаю, насколько корректно они показывают, потому что прицеп длинный. То есть при заезде весами передней осью переднее колесо прицепа в бок заехало, а два колеса остаются наружу. То есть идет противовес. Поэтому шестнарь, походу, на нашей базе взвешать честно не получится. База длинная. Вот. Но на ведущую ось весы, получается, в момент взвешивания показали 7,9, а на автомобиле, соответственно, на компьютере 8,1. То есть, ну, 200 килограмм расхождения небольшое. Оси прицепа, получается, выяснили около 6 тонн. Там 5,93, 6,13 и 6 с копейками. Ну, я, короче, фотки прикреплю и пропишу. Вот, как-то так. Поэтому сейчас посмотрим, какой у нас тоннаж. Сколько мы весим груженные полностью и пустые. Прицеп, получается, показывает там 25. Ну, соответственно, по факту получается 18 нагрузка, да, даже если там, ну, округлить. То есть 3 оси по 6 тонн. То есть, значит, у нас даже 20-ки нет, что ли, 18 тонн. Хотя по ощущениям, блин, все 22. И парни вон выгружались 21 с копейками. То есть между 21 и 22 тоннами. Поэтому что-то херня какая-то нездоровая. Непонятно, почему он показывает 24 на тележку. Ну вот выгрузимся еще, получается, проверим, что он показывает. Может, это он показывает общий вес типа груза вместе с прицепом. Но опять не с растухи. У нас прицеп показывает тогда так 18, 25, 7 тонн.
Ну да, ну может быть. То есть 7,5 по документам прицеп вешает. Если даже вот рассуждать так, что вот он прицеп считает вместе с грузом и высчитывает 25 с копейками минус 7. Ну, 18 получается. Ну, а если у нас сейчас получается груз будет здесь, допустим, ну, больше 20-ки, то есть, если 18 здесь у нас действительно, то, ну, получается, вот по логике так и есть. То есть, он считает вес прицепа и вес груза в общем. Если сейчас у нас будет больше 20-ки, тогда вообще какая-то, блядь, ахинея какая-то получается. Ну, либо калибровать их надо. Хер его знает. Вот. Попробуем еще какой-нибудь, наверное, на базе шмиц пустой зацепить. Посмотреть, сколько шмиц будет показывать. Какую нагрузку. Потому что тут ничего не обнуляется, весы не обнуляются. Вес груза он не показывает. Он показывает нагрузку на там первая, это ведущая ось, да. Если 6/4, то первая, вторая ось. И, соответственно, нагрузка на ось прицепа пишет. Ну, на 3 оси, да. А он, получается, врет на 7 тонн. Больше показывает. Хер поймешь, короче. В сервисе оформлялся. Кстати, парни выяснил, что со стуком двигателя на 41.2.0. Короче, стучит компрессор. То есть это шум именно компрессора. Сделали, не сделали, не знаю. Некогда было там что-то ходить, кого-то искать, выяснять. Вот. Либо она еще в сервисе стоит. Ну, мне не сказали, что там устранили. То есть либо она в сервисе стоит, либо ее выгнали. Так скажем, на согласование, что делать, да, там с этим компрессором. Ну, либо это вообще типа нормально. Шум такой, стук компрессора. Вот. И получается, где-то там было, ну, между турбиной и выпускным коллектором, ну, секло, выхлопные газы выходили. Вот. Поэтому уже, короче, потом попозже выясним до конца, все, что сделали, что не сделали. Ну и вот такие пироги. Расход получился у меня 28 литров от Москвы до Челнов. То есть вот сейчас я здесь припарковался. Ну и, соответственно, залез, посмотрел, 28,0 расход. Такие пироги. Поэтому тоже опять же надо проверять. Но сейчас, если мы поедем второй раз, я сейчас уже залью просто под горло бак. То есть у нас было 83% топлива. Либо можно как сделать? Сейчас, секунду. Вот у нас 25% топлива, мы на левом баке ехали. Мы когда выезжали, было 83%. На заправке можно будет попробовать. Вот 1112 километров. На заправке можно будет попробовать залить 312 литров. И получается литраж, который мы истратили от Челнов до Москвы на голове. Ну, я посмотрю, я себе записывал, сколько я истратил. Вот. Ну и, соответственно, от этого можно оттолкнуться. То есть общий литраж залить и посмотреть, сколько процентов топлива осталось. Если также будет 83%, значит, в принципе, бортовой не врет. Вот. Ну а самый лучший вариант это, конечно, залить под горло, также выполнить рейс и потом опять заехать на заправку, залить опять под горло и посмотреть, сколько топлива влезет.
Сингарелла, Сингарелла, как глаза твои сверкают. Отчего стучит так сердце, отчего оно так тает?